Здравствуйте, уважаемые зрители! Приблизительно 1,5 года назад вышло мое первое видео на тему глухих стуков на мелких кочках. Тогда, как вы помните, дело оказалось в разбитой верхней подушке опоры амортизатора. И хотя это был мой первый опыт, и видео действительно было записано экспромтом, я там сумбурно, медленно и нудно объяснял, я это признаю. Тем не менее, видео набрало почти 200 тысяч просмотров. И это свидетельствует о том, что стуки на мелких кочках – это больное место всех пассатов. Сегодня я хочу сосредоточиться на рычагах. Не побоюсь сказать, что вторая наиболее частая причина стуков в подвеске – это нижний и задний рычаг. Кривой рычаг, также его называют реактивным рычагом, находится он снизу сзади, разумеется, вот он. И сейчас я покажу, как, не снимая рычаг, можно провести его диагностику. Почему же так сложно диагностировать шаровые рычагов? Причина в том, что они находятся под постоянным натяжением, которое создается пружиной. И вот этот самый задний рычаг, он находится под самым сильным натяжением. Об этом знают все, кто его пытался устанавливать назад. Поэтому, когда вы приезжаете на техосмотр, на диагностику, механик залазит под машину, начинает продергивать, возможно, даже вооружается монтировкой и качает эти шаровые, но ничего ему не удается выявить именно из-за этого сильного натяжения. Поэтому в идеале шарового рычага нужно освободить, чтобы увидеть, есть ли на ней люфт. Но в данном случае именно этот рычаг довольно сложно бывает освободить, потому что тут закисший палец, он очень сложно вынимается. Поэтому я покажу вам способ, как его проверить, даже не освобождая из кулака. Все, что нам понадобится, это вот такой вот специнструмент. Думаю, он у вас найдется. Он должен быть достаточно длинным, чтобы удалось создать большое плечо. Его нужно заложить не сзади, где находится шаровый рычаг, а с противоположной стороны, спереди. Вот между этими двумя точками. Стараемся не повредить пыльник при этом переднего рычага. Закладываем. И начинаем нажимать вниз и назад. Слышите этот звук? Вот это то, что у вас стучит на мелких кочках. Сейчас вы должны увидеть даже невооруженным глазом, как движется палец шаровой в этом рычаге. Когда я покачиваю ломом, смотрите внимательно. На исправном рычаге такого люфта и такого звука быть не должно. Если он у вас есть, значит рычаг на замену. Как снять рычаг? Это очередная трудность. И в одном из прошлых видео я показывал, как с помощью газовой горелки, нагревая кулак, можно извлечь его. Но один из комментаторов, спасибо ему, подсказал мне, что можно просто ударить большим молотком с большой силой в эту часть, вот в это место кулака. И в этот раз я попробовал, действительно сработало. Просто берем большой молоток, очень большой молоток, должен быть тяжелый. И бить нужно очень сильно, не бояться. Будет сыпаться из диска всякая труха, не бойтесь. Покажется, что автомобиль рассыпается на части, но вы просто размахиваетесь вот отсюда и наносите несколько сильных ударов по кулаку. Сняв рычаг, можно убедиться, что мы правильно провели диагностику. Уверен, что вам хорошо слышно этот страшный люфт, что и требовалось доказать. Еще раз хочу подчеркнуть, не надо лазить в яму, продергивать руками, каким-либо инструментом. Работает в данном случае только тот метод, который я показал. Для этого вам не нужна яма. Устанавливаем новый рычаг и наслаждаемся тишиной. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось и помогло это видео, ставьте лайк,
подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!